Ну что, вот он и настал тот день, друзья. Еду забирать новый байк. Всех приветствую на канале, друзья. Снова еду в Никосию забирать новый байк. В этот раз поеду вообще без остановок. Ехать нам час почти, чуть меньше. Вчера уже вечером, там часов 6 вечера, написали мне, что с магазина, что байк готов. Там доустановили на него сразу то, что я просил там по допам. Потом подробно все покажу, расскажу. Вот. И сегодня у нас гораздо теплее, чем в прошлый раз, когда я ездил в Никосию. Но вот только-только прошел дождь. Я выехал уже после того, как он закончился, но дороги мокрые. Я очень сильно надеюсь, что хотя бы в ту сторону я успею доехать без каких-то сильных ливней. Ну, потому что назад уже ладно, хрен с ним. Когда домой буду ехать, там можно и промокнуть, потом согреться, просушиться. Ничего страшного не будет. А вот в ту сторону не хотелось бы ехать мокрым. В этот раз тоже буду ехать медленно. Хотя и на улице чуточку теплее, но дорога, вот только-только прошел дождь, а до этого было сухо, поэтому сейчас как раз вся эта пыль и грязь вместе с дождем на дороге. Дороги скользкие. Спешить не буду. И да, в прошлый раз, как я уже говорил в прошлом видосе, я съездил не зря. Я выбрал новый мотоцикл. Договорился за трейд-ин, все, там оставил предоплату. И, в принципе, они, после того, как я уехал, они уже на следующий день начали процесс там подготовки. Нужно было там подготовить документы на регистрацию, со страховки, с их стороны там все подать. И на прошлой неделе не успели это все сделать, потому что я думал, что я заберу это как раз перед выходными, но не получилось, потому что долго ждал я 2 дня ждал эту бумажку со страховой несчастную. Они там что-то у себя в компьютере не могли наклацать 2 кнопки и выдать мне эту бумажку, чтобы я мог на регистрацию мотоцикл, что не я, а они, чтобы могли на номера поставить мотоцикл. Но в принципе не страшно, я как бы в любом случае не пешком, я на мотоцикле. Я, конечно, не сильно прям эмоциональный человек, но все равно какое-то вот это предвкушение и волнение присутствует. Да, это не как с первым мотоциклом, но все равно это что-то другое, это новое. Конечно, с дороги брызги от машин летят. Визор у меня уже забрызганный. Я надеюсь, что камера немного меньше забрызгана и будет видно хорошо вам. Но если нет, то как есть. Погода такая сегодня как раз нелетная.
Но и ждать мне как бы не было смысла, потому что и завтра, и послезавтра, ну, в общем, всю неделю должна быть вот такая погода непонятная, то дождь, то не дождь. Плюс сегодня как раз удобно в плане свободного времени, после обеда можно поехать. Потому что если бы я поехал утром, я бы, конечно, дождь не застал, но времени утром не было выехать. А еще я надеюсь, я постараюсь вообще оттуда выехать не позже 4, потому что в 5 уже темно, даже чуть раньше, ну в 5 уже прям темно. Вот, а еду я в темном визоре. А почему я еду в темном визоре? Потому что на прозрачном визоре у меня нет пинлока. И я попробовал прокатиться вот в такую погоду прохладную без пинлока, и это практически нереально. Все сразу же запотевает, ехать невозможно. Поэтому оставил темный визор. Он хотя бы с пинлоком. В принципе, видно все хорошо, несмотря на то, что нет солнца, это никак не мешает. Но вот на обратном пути нужно постараться поменьше там провести времени. В принципе, байк готов, уже со всеми допами, со всеми номерами, все установлено, все только готово забрать. Единственное, что я думаю, я с ним там не заговорюсь опять на 3 часа. И сразу подпишу там все бумажки, заберу байк, оставлю свой и поеду. По навигатору в 3 я должен быть там. И, конечно, нужно постараться за час, вот этот с 3 до 4, все успеть и в 4 выехать, там вот максимум 4:15. И надеяться, что все это еще и пройдет без дождя. Тогда будет вообще все зашибись. У меня есть красная тряпочка, которую я взял как раз на вот такой случай. О, так лучше. Вот это я, конечно, правильно сделал. Взял с собой фиброчку в карман. Блин, протру камеру на всякий случай. Да, блин, не жарко. Ну и пока едем, давайте, наверное, расскажу вам, почему вообще решил поменять этот байк. Такая вот прям основная. Есть куча еще разных второстепенных вещей, да. Ну вот прям основная причина — это то, что я хочу просто попробовать что-то другое. Я хочу не просто взять там байк лучше или мощнее. Дело в том, что я хочу именно другое. Я хотел попробовать другой формат вообще байка, чтобы это был не naked. Вот так. Я хотел другой двигатель и другой формат байка. Вот такая вот основная причина. Потому что я считаю, что
нужно попробовать разные мотоциклы в долгосрочное использование. И да, может быть, после какого-то продолжительного промежутка времени, после разных мотоциклов, разных форматов мотоциклов, я остановлюсь на каком-то одном, но для этого нужно все попробовать. И не только какое-то там, я не знаю, временное использование на день, два, неделю. Этого недостаточно, чтобы реально понять мотоцикл, пожить с ним. Вот это невозможно сделать через какие-то краткосрочные пользования мотоциклом, арендой, там взять у кого-то, еще что-то. Это все не то. Естественно, я не могу там себе позволить каждые полгода покупать там другой байк. Вернее, в принципе, это реально, но для этого придется вот это постоянно заниматься перепродажей, стать каким-то перекупом, где-то, не знаю, терять деньги, где-то их наоборот зарабатывать, ездить на бэушных байках. У меня чисто физически нет на это все времени, потому что YouTube это далеко не основное мое занятие в жизни. Вот. И я не знаю, на скольких байках я успею поездить именно в собственном владении, но с чего-то нужно начинать. На этом я покатался достаточно, я его хорошо понял, абсолютно остался доволен выбором. Очень классный байк, но я хочу пробовать разные. То есть у меня пока что нет какой-то там вот какого-то определенного рвения к какому-то одному типу байков. Там кто-то вот ездит только на спортах. Там он может их менять, они могут быть разные. 600-ки, литровые, европейцы, японцы, каждому свое, но вот люди ездят только на спортах. Или только на тур-эндуро. Опять же, там каждому свое. Кому гуси, кому Africa Twin. Но форм-фактор один и тот же. Вот. Для себя я пока что не сформировал вот такое окончательное мнение и для чего мне нужен этот байк на каждый день. То есть да, у меня есть какие-то постоянные вещи, в которых я использую мотоцикл, но для моих, скажем так, нужд, для моего использования я могу использовать несколько форм-факторов байка. И в принципе я могу на спорт-туристе передвигаться, могу на Naked, могу на спортухе, в принципе, по городу. Очень многие так делают, и все у них нормально. Не чувствуют никакого дискомфорта. Вот, но я пока что не сформировался в этом плане окончательно, что вот я сейчас там до конца жизни или в ближайшие там 10 лет хочу ездить там вот на Naked, да, или там только на спорте. Пока что нет, я хочу попробовать разные байки. Поэтому задача у меня была прям
прям выбрать себе байк, чтобы он был другой. Другой прям, ну, если не во всем, то как можно больших вещах был другой. Ну и, естественно, я себе поставил какие-то рамки по бюджету. Так, опять ни хрена не видно. Опять достаю тряпочку. Ну, может быть, я пока еще недостаточно четко и ясно формулирую для вас свои мысли. Но мы к этому, конечно же, еще вернемся, когда я расскажу уже про новый мотоцикл. Постараюсь на обратном пути, если не будет какого-то зверского дождя, записать вам какие-то вот прям свежие первые впечатления от нового мотоцикла. Там, конечно, не сильно чего-то интересного будет, потому что едем мы просто прямо по трассе и ничего особо не происходит. Поэтому это просто будут какие-то общие первые впечатления. Ну и, естественно, со временем буду еще выкладывать видео по мере того, как я привыкаю к байку. Что я буду понимать про него со временем. Про эксплуатацию на долгий срок и так далее. Так, показывает нам навигатор 30 минут. Еще и подсвечивает красненьким. Там, наверное, уже на въезде в Никосию, в самой Никосии пробки. Но он, наверное, навигатор забыл, что мы на мотоцикле. Мы эти пробки, конечно, по возможности большинство из них объедем, поэтому я думаю, мы приедем чуть пораньше даже, чем он показывает. Да, тут, конечно, тоже дождик хорошо прошел. Все мокрое. Блин, без тряпочки вообще никак. Надо как в тиктоках. Вот эту хрень дворник, который на шлем ставится, на визор. Вот такую хрень надо купить. Надо этот грузовик обгонять, а то от него, конечно, сумасшедшие брызги летят. Да, что-то чувствую, я приеду и мокрый, и грязный. Ничего не поделаешь. Если в прошлый раз я ехал в Никосию, конечно, было холодно, но все равно было так на расслабоне, то сейчас, конечно, еще более неприятно ехать, потому что вот в Лимассоле было плюс 17, здесь мне байк сейчас показывает плюс 12. Как и в прошлый раз, когда я ездил в Никосию. Но вдобавок к этому еще и мокро. Поэтому не только холодно, но еще и мокро и неприятно.
я не знаю, зальет сейчас брызгами камеру, не зальет, будет вам что-то видно, не будет. Камера еще, наверное, не передает вот этого мерзкого ветра с каплями дождя. И я очень сильно надеюсь, что на новом байке я проезжу как минимум столько же, сколько на этом. Потому что так часто в Никосию ездить я не хочу. Вот еще Никосия — это единственный город на Кипре, в котором есть автобусная полоса. Больше я, по крайней мере, нигде не видел. Может, еще где-то есть, но... А, нет, вру. Еще, по-моему, в Ларнаке я видел на какой-то улице. Если я не ошибаюсь, это было в Ларнаке. На какой-то улице тоже я видел вроде бы как автобусную полосу. Или я путаю что-то. Но вот в Никосии точно у них есть автобусные полосы прям везде по городу. Так, ну нам, в принципе, сюда съезжать. Да? Да. А чего они стоят? У них же нет светофора. Они просто так стоят. Они просто так стоят. У вас нет светофора. Блин. Придурки. Там светофор написано БАС на красном. Это... Чувак стоит просто, и никто ему даже не посигналит. Все стоят за ними, тупят. Вот про то же самое. Тоже в прошлом видео как раз говорил про это. Есть вот такие какие-то дебильные, непонятные затупы, и на машине ты с ними ничего сделать не можешь. Ты же не объедешь их, не перепрыгнешь. А они просто стоят. Он стоит и тупит на светофор, который вообще даже не его светофор. Нужно не забыть срочно заказать пинлок на второй визор. Блин, я вот буквально недавно установил этот пинлок, и это просто как будто другой мир. Ни хрена не потеет, ничего, любую температуру, в любую погоду. Как только поставил тот, все, я за полминуты проехался и решил, ни хрена. Я так ехать не могу. Поэтому вот, блин, надо сегодня же. Приеду домой и закажу. Тряпочка. Вытерли. Давай камеру тоже. Байк весь грязный, блин.
Блин, самое обидное, сейчас придется еще новый чистый байк обратно ехать и пачкать его по этому дождю. Ну все, приехали. Так, где здесь въезд? Ага, вот. Фу, ну попробуем. Поехали. Вообще непривычно, конечно. Выворота руля нету на нем совсем. Блин. Блин, дождь идет, капец вообще. Я не знаю, как я сейчас поеду по этому дождю. На новом байке, на скользкой резине, на непритертых тормозах. Я не знаю. Блин, ну звучит приятно. Вот это бульканье. Как будто на V2 каком-то едешь, а не на рядной двойке. Traction контроль включен на полную. Wheelie контроль включен. Так, и тут мне нужно ехать прямо. Ни хрена не вижу в зеркалах. Ладно. Это я выбрал погоду для путешествий, конечно. Я надеюсь, что я выйду с Никосии, там дождя будет меньше, потому что так ехать всю дорогу будет просто жесть. Что здесь уже авария случилась на перекрестке, блин. Так. Квикшифтер как четко работает. На Триумфе тоже классно работал. Но здесь ничем не хуже. Да, ну и дождяра. Да, квикшифтер зачет. Сразу уже могу сказать. Я буду походу весь мокрый. Я боюсь представить, что будет на трассе, если там такой же дождь. Это будет жесть. Ну, пока что я сегодня как с Никосии не выеду. Так, не перестраивайся в меня, пожалуйста. Спасибо. Думал, сейчас буду спокойненько себе ехать домой. Походу расскажу вам что-нибудь интересного про мотоцикл. Но этот дождь, это просто жесть. Ну, будем ехать, потому что стоять ждать тоже не вариант. Значит, мы попадем в темень. Визор немного протер.
Ветер, дождь. Рома решил ехать 80 километров по дождю. Не так я, конечно, себе представлял первую поездку на этом байке. Ну ладно. Снимаю все как есть. Единственное, что хорошо, конечно, это то, что я успел выехать так вовремя, чтобы приехать до темна в Лимассол. Иначе вдобавок вот этой всей жести, если бы еще было темно, ну это вообще тогда я не знаю, как бы я ехал. Я и так почти ничего не вижу из-за воды на визоре. Если добавить сюда еще темноту, ну, была бы полная веселуха. Вот, в общем, немного дождь успокоился. Скорее всего, моя теория была верна. То, что я говорил на пути в Никосию, что дождь нас догонял. Он шел с моря вверх. Вот, а на обратном пути он нас застал там. А чем ближе мы приближаемся к Лимассолу, тем дождя меньше. Вот. Поэтому пока дождь немного успокоился, решил опять включить камеру. Ну, хотя бы немного передать вам ощущения от мотоцикла. Во-первых, я, наверное, так и не сказал, что это, но все уже поняли и увидели, что это Априлия. И это Априлия, это 660 РС, в общем, обычная, не фактори. Может, кто не знает, 2 цилиндра, 105, по-моему, лошадиных сил, что-то такое, там 100-105. Такая, в принципе, спортуха, но более стритовая спортуха, не хардкор какой-то. Вот, как вы видите, здесь клипоны чуть-чуть выше над траверсой, поэтому посадка не прям такая, чтобы креветочная, но все равно спортивная. Вот, ощущения пока что непривычные. Изначально сел, вообще было супер непривычно, неудобно, но в принципе вот проехался полчасика и как-то даже чувствую себя вполне комфортно. То есть посадка по ногам, по углу изгиба ног, по наклону, да, конечно, это не naked. Здесь все-таки есть какой-никакой наклон вперед, но по ощущениям пока что чувствуется гораздо удобнее, чем я себе представлял и чем можно ожидать от спортухи. Вот. Вот такой красивый синий цвет с такими красно-оранжевыми вставками, такого же цвета и колесные диски. Потом покажу все. Вот. По ощущениям пока все круто. Мотоцикл очень легкий. Ну ладно, это уже такое нюансы. Потом расскажу подробно, какой он и как он, зачем он вообще нужен. Мотоцикл весь грязный, я весь грязный. Вот как-то так.
посмотрите на это солнце. Огромное. Вот если бы не тучи, сейчас было бы вообще красота. Такой бы закат был красивый. Ой, неужели я добрался домой? В общем, наконец-то я добрался домой. Вот он, новый красавец. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Дальше будем делать контент уже с новым мотоциклом. Ставьте лайки, не забывайте. И всем пока.